Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу, как работает карбюратор двигателя бензокосы или бензотриммера. Все современные бензокосы, бензотриммеры и кусторезы оснащены карбюраторами мембранного типа. Такие карбюраторы могут работать в любом положении относительно горизонта, поскольку в их топливной системе полностью отсутствует воздух. Для того, чтобы понять устройство и принцип работы мембранного карбюратора, пройдем по порядку весь тот путь, который проходит топливо. В нашем случае это бензин, от топливного бака до камеры сгорания двигателя. Первое, что нужно сделать для запуска двигателя, заполнить систему карбюратора топливом. Для этого в конструкции карбюратора предусмотрен ручной топливный насос, насос подкачки или праймер, что в переводе с английского означает запал или детонатор. При нажатии на мембрану праймера происходит откачивание воздуха из карбюратора и одновременное втягивание бензина из топливного бака через топливный шланг. Ручная подкачка топлива осуществляется до тех пор, пока рабочая камера праймера не заполнится бензином. Это свидетельствует о том, что вся система карбюратора заполнена топливом, и карбюратор готов к работе. Бензин, который прокачивается через насос праймера, попадает обратно в топливный бак. Теперь о том, что происходит в карбюраторе при работающем двигателе. Бензин для того, чтобы попасть в карбюратор, проходит две стадии фильтрации. Первый фильтр расположен в топливном баке. Он же выполняет роль груза, обеспечивающего подачу топлива из бака в любом положении. Второй фильтр находится в самом карбюраторе и представляет собой мелкую металлическую сетку. После фильтра расположен топливный насос, состоящий из мембраны и двух лепестковых клапанов. Мембрана приводится в движение за счет пульсации давления в картере двигателя. Для отбора давления из картера предусмотрен специальный канал, соединяющий картер двигателя и камеру, в которой расположена мембрана топливного насоса. Движение мембраны изменяет объем камеры насоса, а клапана обеспечивают движение бензина в одном направлении. Топливный насос обеспечивает втягивание топлива из топливного бака, который находится ниже карбюратора, и создает в системе небольшое давление. Далее находится топливный клапан, который регулирует подачу топлива в топливную камеру. Клапан открывается в тот момент, когда в камеру необходимо подать топливо, и закрывается, когда в камере уже имеется необходимое количество топлива. Такую умную работу клапана обеспечивает мембрана управления подачи топлива. Мембрана открывает клапан, воздействуя на него через коромысло, и закрывает, когда возвращается в исходное положение. Таким образом, в топливной камере обеспечивается одинаковое давление, независимо от положения инструмента относительно горизонта и количества бензина в топливном баке. Из топливной камеры бензин попадает в топливный жиклер, который регулирует подачу топлива в распылитель. Некоторые карбюраторы имеют регулировочный винт, с помощью которого можно изменять интенсивность подачи топлива. Этот винт используется для регулировки максимальных оборотов. Затем бензин попадает через трубку распылителя в диффузор, где происходит формирование топливо-воздушной смеси.
Подача топливо-воздушной смеси в камеру сгорания двигателя регулируется дроссельной заслонкой. При полностью открытой дроссельной заслонке в камеру сгорания попадает максимальное количество топливо-воздушной смеси, и двигатель развивает максимальную мощность. При закрытой дроссельной заслонке двигатель переходит в режим холостого хода. Качество смеси при различных режимах работы двигателя регулируется иглой дроссельной заслонки, которая, передвигаясь синхронно с дроссельной заслонкой, уменьшает подачу топлива при закрытии заслонки и увеличивает при ее открытии. Винтом этой иглы также производится регулировка качества смеси на холостом ходу. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу производится винтом холостого хода, который изменяет положение дроссельной заслонки на холостом ходу. Для запуска холодного двигателя в корпусе воздушного фильтра предусмотрена воздушная заслонка. При закрытой воздушной заслонке в диффузоре карбюратора увеличивается разрежение воздуха. Это способствует более интенсивному втягиванию топлива из трубки распылителя и образованию более богатой топливо-воздушной смеси, необходимой для запуска холодного двигателя. После запуска двигателя воздушная заслонка открывается, и карбюратор работает в обычном режиме. Если информация из этого видео была вам полезна, поставьте отметку «Мне нравится». Также я приглашаю подписаться на мой канал. До новых встреч!